Короче, сегодня хороший день. Приехал в Дукати забирать свой мотоцикл первый в Эмиратах, в СНГ и вообще на Ближнем Востоке. Первый приехал. Дукати Pikes Peak Симфония. Я его специально заказывал самолетом. В общем, короче, Дукати в Дубае расширились. Вот есть, короче, РС, а есть самый бомбовый в этом классе. Вот он. Короче, добавили вот это, карбон и выхлоп. Потом обзор сделаю, номера повесили. Потом обзор сделаю. Короче, вот такая бомба пришла. Вот мой менеджер Ролан. Он не хочет общаться. Так что вот такие дела. Дальше обзор смотрите. Приветствую, друзья. Сегодня поговорим о красавце, легендарном, можно сказать, мотоцикле Ducati Multistrada Pikes Peak V4. Wow! Это Pikes Peak самый последний. На него еще русского обзора нет, русскоговорящего. Это первый в мире, скорее всего. Это модель 25-го года, Симфония. Ее специально привезли мы прям самолетом в Дубай. В общем, хочется отметить дизайн этого мотоцикла. Он очень красивый. Я считаю, что это Lamborghini среди мотоциклов. Очень хороший дизайн, фары, вся там боковая часть, передняя, вообще аэродинамика мощная. В плане инноваций, именно каких-то технологий, это вообще топовый. 100% топовый из всех мотоциклов, которые есть в мире Ducati, потому что здесь слепые зоны, я вообще первый раз вижу, на некоторых машинах нет. Здесь слепые зоны, дистроник передний, задний. Передний и задний даже. Там про трекшн контроль, там вообще говорить не будем про все остальные моменты. Но даже если быстро пройтись по ним, то все, стабилизация на дороге, именно антивилли регулируется. 4-5 режимов. Спорт и от спорта, рейса, и вниз, если идти, спорт, урбан и остальные. Там уэт, на котором я сейчас езжу, потому что новичок вообще. Уэт там все. Антипробуксовка, антиподъем, занос. Короче, все, что есть, все, что вообще в мире придумано, здесь все есть. Даже есть типа автопилота, назовем его, просто этот круиз-контроль. По двигателю V4. Ну, короче, это все мои знания. V4 там 170 или сколько-то там лошадей. Крутящий момент не знаю. Вот честно, вообще техническая часть неинтересная. Это обзор не для профессионалов, это обзор для новичков, как я. Вот так вот выглядит место пилота. Я уже колхозил, такую сумочку колхозную поставил, ну ладно. В общем, здесь регулируется все. Подвеска, режимы, вот этот круиз-контроль, повороты, все классно с одного места. Все делается, заводится. Ну, в принципе, все. Слепые зоны, вот они. Вот такой вот дисплей. Все показано вообще, все супер. Вот режимы. Единственное, нет русского языка. Допустим, ты настраиваешь, вот в своем режиме ты можешь настроить все, что угодно. АБС, как работает, там ходовка, все. Вот у меня стоит все супер мягко. Поэтому вот это стекло поднимается, опускается. Никакого, конечно, эффекта оно не дает, но прикольно. Самый бестолковый бардачок. Ничего не поместится. Да мне это мне не интересно.
по охлаждениям или что, непонятно. Сейчас я его заведу, покажу, как выхлоп работает. Ну, он шумит, конечно, но не так, как хотелось бы. Так себе. Поэтому не советую ставить. Сейчас я на нем прокачусь, вы со мной прокатитесь, передам свои ощущения. Но, дай бог, ничего не поменяется. Он также будет стабильно, быстро ехать, хорошо поворачивать и тормозить. Вообще, по управлению ноль нареканий. Есть одно но по посадке. Опять же, я скажу, что я высокий, ну и крупный. Здесь немножко неровное сиденье, но я заказал ровное. Поэтому, возможно, оно исправит ситуацию. А так, из 10, если вот посадку не считать, то 10. А если с посадкой, то 9. Поэтому поехали дальше, прокатимся. Let's go! Сейчас я выйду на основную дорогу и передам вам все ощущения от вождения свои. Потому что на маленькой скорости, особо ничего не поймешь, как он рулится, как он разгоняется. Ну, как и любой мотоцикл. Ducati вообще мультистрада создан для дальних дистанций. В городском потоке, там, в пробках, еще что-то, на нем некомфортно ехать, потому что он высокий, во-первых. Во-вторых, он нагревается, любой Ducati нагревается. Но сейчас мы выезжаем на основную дорогу, и мотоцикл раскрывается по-другому. Весь кайф ты начинаешь ощущать. Сейчас ветер дует, но мотоцикл максимально стабильный. Слушается тебя вот вообще, как будто он сам рулит. Я вообще в шоке. 120, там, 60 едешь одинаково. Поэтому вообще, я боялся брать такой мотоцикл, но вот я новичок, я кайфую. Я от него кайфую. Вот он в повороты входит, вообще не страшно. Я ездил на Goldwing, там это было вообще что-то с чем-то. Когда поворачиваешь, это был просто какой-то, я не знаю, экстрим для меня. Там 300, давление, сердцебиение такое же. А здесь вообще просто кайфуешь от вида. Ты сам не понимаешь, как этот мотоцикл едет. Посмотрите, какой он красивый. Это самый красивый мотоцикл, по моему мнению. Прям просто бомба. Дизайн бомба, цвета. Посмотрите, как их подобрали. Сейчас проверим на скорости, как он едет, как разгоняется. Так что погнали. Это просто бешено, скорость не чувствует, набирает скорость, просто я в шоке, ни одна машина не даст точнее такого кайфа. Ты просто даешь газ, и он как пуля летит, вообще супер. Вот я разогнался 187, это бомба, он еще хочет, но я потому что новичок немного боюсь, поэтому вообще, парни и девочки, этот мотоцикл бомба. У меня изогнал видно вот такие горы. Если непонятно, на не взгляд мой город. У меня изогнал видно вот такие горы. Продождут речки, буду быстрее, чем на скорой. У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на не взгляд мой город. У меня из окна видно вот такие горы. Продождут речки.
меня горячая голова, глаза у нас сердце изо льда. Лови мой панч прямо из-за стола, как ты чат-чат распала. Половина горы, половина моря, как будто Пикассо нарисовал. Я вообще далек от суеверия, но никаких дел без доверия. У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, наведи взгляд на мои горы. У меня из окна видно вот такие горы. Протяжу встречи, буду быстрее на скорость. Вот такие горы. В общем, прокатились. Я вам показал, передал свои ощущения. Супер. Еще раз повторюсь, байк. В двух словах подытожим мой обзор. Мотоцикл, как вы поняли, супер стабильный. Единственное, он дорогой. По цене, сейчас вас сориентирую, я его купил за 137 тысяч дирхам. Это порядка там 40 тысяч долларов плюс-минус. Установил выхлоп, который не надо устанавливать, я не советую. 5 тысяч долларов заплатил. И вот эти защиты, карбон, там еще там 2-3 тысячи долларов. В общем, он где-то 50 тысяч долларов вышел мне. Без допов берите и кайфуйте. Намного дешевле, намного лучше. Советую 10 из 10. И еще один момент про сидушку. В начале видео я говорил, что хочу заменить сидушку. Я заменил, заказал, вот пришел, поменял. И вообще не советую, потому что стало только хуже. Та сидушка, которая чуть-чуть с наклоном, я к ней привык и вообще супер. Сейчас вообще не очень. Опять деньги на ветер, тоже где-то 300-400 долларов. Но один дельный совет, что я поставил, всем рекомендую, это сигнал Динелли, или Динаэлли, как он там называется. Но он прям супер.